Всем привет! Подготовка к Новому году продолжается. И сегодня я хочу вам показать, как своими руками можно сделать очень оригинальную елочную игрушку – циркового мишку. Сначала нужно сделать каркас. Я делаю только ножки из проволоки, потому что руки будут плотно прижаты к туловищу, и поэтому не понадобится дополнительно их укреплять. Так что очень важно продумать положение ручек именно на этом этапе. Мишка будет пузатенький, поэтому объем я, как всегда, наращиваю фольгой. Моя проволока все время распрямлялась, поэтому я дополнительно фиксирую ее ниткой. Чтобы придать еще дополнительного объема, обматываю заготовку тканью. Можно оклеить обычными бумажными салфетками или малярным скотчем. Это нужно для того, чтобы воздушный пластилин лучше распределялся по основе. Вместо воздушного пластилина можно использовать любую массу для лепки, с которой вам удобно работать. Мне воздушный пластилин нравится больше всего, потому что у него большая цветовая гамма, и его можно купить практически в любом детском или канцелярском магазине. Наношу 2 тонких слоя, так получается более ровная поверхность. Если ваш пластилин очень густой, то можно немного его разбавить водой и клеем ПВА. Голову делаю с вытянутой мордочкой. И пока пластилин не высох, прорисовываю рот и приклеиваю носик. Из голубого пластилина делаю пиджачок. Ручки сделала в цвет туловища, и после того, как они высохли, оборачиваю их голубым пластилином, делая рукава. Можно оставить медвежонка в одном пиджачке, но я хочу нарисовать ему еще и штанишки. Полупрозрачным слоем наношу более светлый оттенок акриловой краски. И красным акрилом рисую тоненькие полосочки. И с обеих сторон очерчиваю их контуром.
Пиджак решила сделать более текстурным. Для этого полусухой кистью крашу 3 оттенками бирюзовой краски, начиная с самого темного и заканчивая самым светлым. Рисую глазки и закрашиваю ротик. И сверху сухой кистью немного припыляю черный цвет. Штанишки тоже решила немного подкрасить, так как белый контур слишком выделяется и не очень органично выглядит на винтажной игрушке. Глазки рисую тем же белым контуром, а пока он высыхает, делаю колпачок и воздушные шарики. Сухой кистью наношу фисташковый цвет. А на розовый шарик тот же красный, которым рисовала полосочки. Бронзовым контуром рисую горошки и оборочку на колпачке. Им же рисую завязочки. Воздушный пластилин очень пачкается, поэтому лучше покрывать фигурки акриловым лаком. Я решила добавить еще полупрозрачных блесток, чтобы мишка стал более нарядным. Сошью ему еще пышный воротничок из перфорированной ленты. Она сама по себе довольно жесткая и хорошо держит форму. Можно взять любое мягкое кружево и смочить его в ПВА, чтобы воротничок хорошо держал форму. Я сделала его двухъярусным и очень пышным. Тем же контуром на оборочке расставляю горошинки, чтобы он еще больше гармонировал с колпачком. Если посчитаете, что блесток недостаточно, можно покрыть еще одним слоем. С тонкой проволоки делаю ниточки для шариков и петельку для подвешивания. Чтобы проволока хорошо держалась, подклеиваю ее на ПВА.
Спасибо за просмотр. Совсем скоро на моем канале выйдут еще другие игрушки из цирковой серии. Так что подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы точно ничего не пропустить.